Повязочку на голову выполним спицами турецкой пряжи Alize Midi. Состав адекватный: 75% акрила и 25% шерсти. Пряжа мягкая, не колючая. В 100 граммах категории Midi содержится 170 метров. И если учесть, что средняя толщина нити 250 метров в 100 граммах, то это достаточно толстая. Подберем спицы для комфортного вязания. Для этого нужно сложить нить вдвое и слегка скрутить. Ширина полученного жгутика должна быть примерно одинаковой со спицей. К Alize Midi идеально подходят спицы номер 4. Оставляем свободный кончик нити, равный утроенной ширине изделия. Наша повязка будет шириной примерно 15 сантиметров. 15 умножаем на 3, получается 45. И добавим сантиметров 30 для сшивания. Значит, отмерим свободный кончик длиной сантиметров 80. Набираем 38 петель. Я набираю и вывязываю петли спицами классическим способом. Вы можете делать это так, как привыкли. Вязать будем приемом двойная резинка. Ее еще называют полая резинка. Мы набрали 38 петелек, извлекаем одну спицу из набора, приступаем к вязанию. Первую кромочную петельку всегда снимаем от задней стенки, не провязывая, нить за работой. Переходим к рисунку. Следующую петельку тоже снимаем от задней стенки на правую спицу, не провязанной. 1 изнаночная. Дальше будем повторять раппорт, состоящий из 2 петель. Одну петлю снять от задней стенки, 1 изнаночная. Одну петлю снять, 1 изнаночная. Одну снимаем, 1 изнаночная. Одну снять, изнаночная. Одну снять, изнаночная. В конце ряда последнюю кромочную петлю при таком способе вязания провязываем изнаночной. Поворачиваем вязание. Кромочную снимаем, как обычно, не провязывая, нить за работой. Провязываем второй ряд точно так же, как первый. Одну петельку снимаем, не провязывая, 1 изнаночная. Одну снимаем, 1 изнаночная. Одну снять, изнаночная. Одну снять, изнаночная. В конце ряда изнаночная петля. Принципиально важно, чтобы края изделия были гладкими и выглядели как вертикальная цепочка из лицевых петель. Продолжим вязать таким способом, примеряя на голову до нужной длины, то есть пока начало и конец повязки не сойдутся вместе при комфортной посадке. Для этой повязки оказалось достаточно 148 рядов. При полом вязании полотно раздваивается, и при подсчете петель с каждой стороны мы увидим 74 вертикальные вытянутые петельки, хотя фактически провязали 148 рядов. Каждая снятая петля определяет 2 ряда. Итак, на высоте 74 петель, видимых на полотне, сделаем закрытие ряда. Так как двойная вязка по умолчанию более сжатая, чем количество петель на спице, то и заканчивать вязание будем немного иначе. Первую петельку снимаем от передней стенки, провязываем одну лицевую от передней стенки и протягиваем ее через первую петлю. Затем провязываем не одну, а 2 вместе лицевой от передней стенки и образовавшуюся петлю протягиваем через петельку на спице. Снова 2 вместе лицевой и протянуть через петлю на спице. 2 вместе лицевой, протянуть. 2 вместе, протянуть. 2 вместе, протянуть. Получается вот так. В конце ряда 2 вместе лицевой
Через петлю на спице 1 петелька воздушная, ниточку обрезаем, закрепляем. Такое закрытие получилось. Оно совпало с наборным краем. Ну что, не мудрствуя лукаво, у нас получился маленький шарф. Концы этого шарфика сложим пополам. И вложим друг в друга, таким образом разделив визуально на 3 части. Среднюю часть, 4-слойный сэндвич, прошьем при помощи гобеленовой иглы. Затем, развернув поперек, соединим свободные ушки и сошьем вместе любым удобным способом, например, из эстетических соображений трикотажным швом. Но не обязательно. Вы сделаете это так, как вам удобно. Ниточку обрезаем, связываем с ниточкой начало. Маскируем кончики в полость повязки. Выворачиваем на правую сторону. Повязочка двойная. Получилась широкая, комфортная, теплая и мягкая. Кажется, все показала и рассказала. Буду рада отзывам о ваших успехах и пожеланиям о том, что бы вы хотели посмотреть. Повторяющиеся запросы будут актуальными, а значит приоритетными. В следующем МК свяжем повязочку с рисунком.